Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку новых писем из Gmail в CRM-систему YouOnTravel. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые письма из Gmail в другие системы. Например, в YouOnTravel создавать новые заявки, удобно хранить, обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Gmail. На этом этапе вам необходимо указать действие. Выбираем «Загрузить письма новые». Теперь необходимо подключить ваш аккаунт Gmail к сервису Apex Drive. В этом окне необходимо указать логин и пароль личного кабинета Google. Далее необходимо перейти к дополнительным настройкам и предоставить разрешение. На этом этапе вам необходимо обязательно отметить все галочки доступа. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». Теперь вам необходимо выбрать папку, из которой вы будете получать новые письма. Как правило, это папка Inbox. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные по одному из ваших писем. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных Gmail успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем YouOnTravel. Далее необходимо выбрать действие. Если вы хотите, чтобы на основании новых писем создавались новые заявки, выбираем действие «Отправить заявку». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт YouOnTravel к сервису Apex Drive. Для этого необходимо указать ключ API. Чтобы его получить, переходим в личный кабинет YouOnTravel. Далее переходим в раздел «Интеграции», API и Webhook. Убеждаемся, что у нас включены обе галочки. После этого копируем ключ и вставляем его в соответствующее поле в системе Apex Drive. Когда необходимое поле заполнено, кликаем «Сохранить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите поля YouOnTravel, которые необходимо заполнить для создания новой заявки. В эти поля вы можете передавать данные из Gmail. Обратите внимание, скорее всего, данные из Gmail будут приходить в одном общем поле. И будет это выглядеть таким образом, что вы в поле «Имя клиента» не сможете назначить отдельно имя, а в поле будет сразу назначаться все тело письма. Для того, чтобы это исправить, необходимо добавить блок форматирования, при помощи которого мы из тела письма будем вырезать отдельные необходимые нам данные. В поле для форматирования мы выбираем текстовое поле тела письма. Далее необходимо выбрать действие. Выбираем «Вырезать от» и «до». В поле «От символов» мы указываем значение, от которого мы будем вырезать данные. В данном случае мы хотим вырезать данные, которые касаются имени. Прописать данные необходимо в таком же виде, как они у вас приходят в теле письма. Далее необходимо указать тип, не включать указанные символы. Как мы видим, наше тело письма – это один сплошной текст, но из этого письма мы вырезали данные от имени до фамилии и получили результат отдельное имя. Для того, чтобы вырезать отдельно фамилию, имейл и телефон, нам необходимо проделать аналогичную операцию. Для того, чтобы вырезать фамилию, нам необходимо в функции «Вырезать от до» указать фамилия двоеточие пробел от, имейл двоеточие пробел до. Для того, чтобы вырезать имейл,
нам необходимо в функции «Вырезать от до» указать email двоеточие пробел, телефон двоеточие пробел. Для того, чтобы вырезать телефон, нам необходимо в функции «Вырезать от до» указать от телефон двоеточие пробел до товар двоеточие пробел. Проделаем эту процедуру. По-прежнему выбираем поле для форматирования «Текстовое тело письма». Не забываем указывать тип. Когда мы произвели все форматирования над данными, возвращаемся к назначению переменных ViewOnTravel. Вместо назначенной переменной с общим текстом тела письма выбираем новую переменную, которая была создана при помощи форматирования. В этой переменной у нас отдельно содержится значение имени клиента. Проделываем аналогичную процедуру для всех других необходимых переменных. Когда все необходимые переменные назначены, опускаемся вниз страницы и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в ViewOnTravel при каждом новом письме в таком формате, который мы только что форматировали. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в ViewOnTravel». После успешной отправки переходим в ViewOnTravel и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных ViewOnTravel успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграций и удачи!